Из-за того, что наша культура очень высоко ценит общительность, нам часто бывает трудно сказать другим людям, что мы хотим побыть наедине с собой. Мы боимся, что другие расценят это как грубость или как нашу обиду на них. Потому мы пытаемся замаскировать это желание, например, работой, что мы очень загружены. Ведь фраза вроде «мне срочно нужно закончить дела» воспринимается другими уже более спокойно. Хотя на самом деле мы руководствуемся гораздо более важным и глубоким желанием, возможностью для самоанализа. Ведь если мы не будем хотя бы иногда оставаться в одиночестве, то рискуем забыть, кто мы на самом деле. Потому что все время находиться в окружении людей с психологической точки зрения даже очень опасно. Даже будучи очень общительными, мы рано или поздно чувствуем, что задыхаемся, и на нас начинает давить энергетика окружающих. Неважно, это друзья, коллеги или близкие люди, наша собственная семья. Мы внимательно выслушиваем окружающих, отдаем себя другим, эмоционально реагируем и сочувствуем. Но мы не можем заниматься этим все время, ведь тогда у нас не будет возможности позаботиться о своих собственных процессах мышления, ощутить, возможно, дискомфорт в своем теле, который может быть вызван внутренней меланхолией, которую мы скрываем за маской бодрости. Послушать свой внутренний голос, который мы можем услышать только когда находимся в полной тишине. Нам нужно побыть наедине с собой, потому что жизнь среди других людей проходит очень быстро. Ее темп неумолим. Иногда даже 5 минут социализации хватает, чтобы породить час анализа. Такова причуда наших умов. Не каждая эмоция, которая воздействует на нас, сразу понимается и полностью прочувствуется. Иногда нам нужно для этого время. Ведь очень много информации, которую мы получаем извне, сразу откладывается в нас в необработанной форме и только ждет своего часа для анализа. Например, когда мы слышим, что кто-то получил повышение, и нас это беспокоит, мы можем отмахнуться, испытывая лишь зависть. Можем поделиться с кем-то своими бурными возмущениями. А можем путем самоанализа побудить себя к медленным импульсам для изменения в своей жизни. Или мы услышали обидную шутку, которая на самом деле, если ее правильно расшифровать и прислушаться, может дать нам мощный толчок для роста. Или кто-то сказал нам какую-то гадость, а у нас не было возможности понять, как на самом деле нас это задело. Нам нужно немного тишины и покоя, чтобы утешить себя, проанализировать свои чувства и сформулировать объяснение, откуда могла возникнуть эта насмешка. И я не призываю вас исключительно копаться в себе. Я говорю о том, что вам необходимо разобраться в своих чувствах, чтобы трезво проанализировать ситуацию. Например, кто-то сказал вам «ты толстая». И с одной стороны, это может нас задеть. Это может ввергнуть нас в депрессию. Но с другой, немного отойдя в сторону и глядя на ситуацию со стороны, мы можем понять, что у человека, который это сказал нам, сейчас не очень ладится личная жизнь или неприятности на работе, и он чувствует себя глубоко несчастным, а потому изливает свою злость на окружающих. Ведь главная истина в чем? Обиженные стараются обидеть, счастливые
осчастливить. Но вас это все равно больно заденет. И эти чувства могут даже перерасти в комплекс. Ведь вы не разобрались в себе и даже не подумали, что на самом деле с такой фигурой, как у вас, вы очень даже привлекательны. Просто не ваша вина, что вы не подпадаете под эталон другого человека. Мы не обязаны нравиться всем. Просто мы слишком уязвимы, чтобы это понять. А подобная мысль приходит не сразу. Когда мы уходим в себя, другим людям может показаться, что это свидетельство нашей враждебности к ним. Хотя на самом деле это очень важный момент нашего социального существования. Ведь только наедине с собой мы можем понять, кто мы и какое место хотим занимать в этом обществе. Без времени, проведенного в размышлениях, у нас не было бы оригинального мнения, гениальных идей, самобытного видения будущего. Все время находясь в толпе, мы станем похожими на всех остальных. Наша тяга к одиночеству вызвана не презрением к человечеству, а желанием понять себя, разобраться в себе и проанализировать, что подразумевают другие люди. Это очень важное условие даже для того, чтобы стать лучше как друг и как внимательный собеседник.